Мы настолько привыкли видеть некоторые повседневные вещи, что перестали обращать внимание на детали. А ведь иногда даже за самой маленькой и неприметной особенностью может скрываться гениальный замысел или захватывающая история. Загадочный зигзаг трамвая. Если присмотреться к трамвайным путям, можно заметить, что контактный провод висит не по прямой, а зигзагом. На крыше трамвая располагается токоприемник. Верхняя часть токоприемника соприкасается с проводом и при движении изнашивается. Чтобы он не протирался в одном месте, провод укладывают не строго вдоль пути движения, а небольшим зигзагом. Скользя, он как бы полирует токоприемник, и износ происходит равномерно. Кто убил короля? В известном дизайне французской колоды у червового короля довольно странное изображение. Мало того, что он единственный безусый король, так он еще и метит мечом себе в голову. Есть несколько теорий на этот счет. По первой версии, ранние изображения этой карты показывают короля червей, держащим топор во время битвы. Впоследствии же из-за копирования карт топор потерялся и стал похож на меч, которым король пронзает собственную голову. Другая теория говорит, что червовым королем был Карл VII, король Франции. Он сошел с ума и в страхе от того, что его хотят отравить, занес меч над головой и убил себя. Третьи думают, что король – это Аякс Великий. Считается, что дама червей Елена Троянская прекраснейшая из женщин. А сам Аякс Великий был одним из женихов Елены, который, не добившись избранницы, покончил с собой при помощи меча. Надежный щит Великобритании. Если сложить британские монетки номиналом 1, 2, 5,1, 20, 50 пенсов, то они образуют надежный щит Британии. А вот уже на монете в 1 фунт этот самый щит изображен целиком. Символ на этикетке – открытая баночка. Открытая баночка, или символ PAO период после открытия, период after opening, обозначает срок, в течение которого продукт можно использовать без вреда, начиная с его вскрытия. Такой символ изображается на косметике, рядом написано число и стоит буква М месяца. Это число показывает максимально рекомендованный срок использования, который не принесет вреда потребителю. Корона статуи свободы. Все видели статую свободы. Но, вероятно, вы не знали, что на короне у статуи располагаются ровно 7 шипов, которые символизируют 7 континентов и морей, через которые должна пройти свобода. И весит каждый такой пик ровно 100 килограмм. Пустые страницы в книгах. Наверное, вы замечали, что в некоторых книгах в самом конце или в начале есть одна, а то и несколько пустых страниц. Зачем они там нужны? Дело в том, что страницы для книг обычно печатаются на очень больших листах бумаги, а не на отдельных форматных. Поэтому, если произведение не входит на весь этот лист, то лишние страницы остаются пустыми. На некоторых даже пишут для заметок или оставляют другую надпись, чтобы читатели не думали, что это ошибка печати. Разноцветная зубная паста. Вы не задумывались, почему классическая зубная паста имеет полоски из 3 цветов – белого, синего и красного? Оказывается, у каждого цвета разный состав и предназначение. Белый компонент, самый главный, содержит в себе элементы, которые помогают удалять налеты и отбеливать зубы. Синий или зеленый отвечает за свежесть дыхания и антимикробное действие, а красный появился чуть позже. Он содержит в себе элементы для защиты и укрепления десен. Однако нет никакой строгой потребности в разделении этих компонентов. Просто так нагляднее и красивее. Поля на тетрадных листах. Мы настолько привыкли к этой запретной области, на которую нельзя залезать, что даже перестали спрашивать себя, для чего вообще нужны поля. Некоторые полагают, что поля были придуманы для пометок, однако изначально они были предназначены для защиты рукописного текста. Когда-то крысы были обычными обитателями домов многих людей, и одной из их любимых закусок были тетради. Таким образом, поля должны были защищать важный рукописный текст, предоставляя для жевания крысам пустые места. Также они защищают текст от обычного износа тетради, потому как в большей степени он проявляется на краях. Буквы на клавиатуре. Когда-нибудь задумывались, почему буквы на клавиатуре расположены не в алфавитном порядке? На самом деле изначально так и было, но только не на клавиатурах, а на печатных машинках. Со временем машинистки научились печатать с огромной скоростью, из-за чего печатающие лапки печатных машинок стали пересекаться и застревать. Поэтому производителям пришлось расставить буквы в таком порядке, чтобы замедлить работу машинисток, и чтобы во время печатания лапки не перекрещивались. Расположение букв не изменилось до сегодняшнего дня. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.